Всем кинолюбителям привет! После небольшого перерыва канал Киноиндустрия продолжает знакомить вас с лучшими новинками кинематографа. Много интересного вышло за это время, уверяю, каждый найдет себе фильм по душе. Ну а чтобы не пропускать свежие выпуски и всегда быть в курсе вышедших киноновинок, подпишитесь на этот канал и погнали вместе изучать удивительный мир кино. Поехали! Мягкий перезапуск фильма 2016 года, основанного на комиксах DC, эффектный и веселый блокбастер «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». В некой таинственной тюрьме Белли-Рив содержатся преступники со сверхспособностями, они же являются рекрутами для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Наиболее перспективных заключенных правительство отправляет на самоубийственное задание в одну латиноамериканскую страну, где недавно произошел военный переворот. А чтобы те не сбежали, каждому в голову вживляется взрывное устройство. Мы вытащим тебя отсюда живой. Это я вытащу вас отсюда живыми. Рататуй, что у тебя? Птица. Нанауэ, не засоряй эфир! Популярная экшн-франшиза «Бросок Кобры», основанная на серии игрушек Hasbro, получила новую часть в виде спин-оффа про загадочного и хладнокровного ниндзя G.I. Joe «Бросок Кобры. Snake Eyes». Все началось с того, что главный герой спасает наследника древнего японского клана, и в знак признательности тот открывает ему тайные знания пути ниндзя, и самое главное, Snake Eyes обретает то, к чему так долго стремился – дом. Однако в его душе бушует огонь, он хочет отомстить за смерть отца, чем ставит под удар все то, чего достиг. Безусловно, в современных фильмах море зрелищного боевого экшена, однако и игры также не отстают в этом плане, например, Blade and Soul. Бесплатная MMORPG о боевых искусствах с азиатским колоритом, несомненно, порадует вас своей динамикой и зрелищным файтингом. В игре реализована необычная боевая система, построенная на комбо-атаках и нон-таргете, что превращает бой в настоящее искусство. Добавьте к этому захватывающую сюжетную кампанию с запоминающимися героями, и вы получите одну из лучших игр в своем жанре. Вас ждут 13 разнообразных классов, у каждого из которых свой боевой стиль, рейды в подземелье, заполненные нечистью и монстрами, и, конечно же, сражения с другими игроками 1 на 1, либо в составе команды. Все это и даже больше есть в Blade and Soul, и абсолютно бесплатно. А теперь крутая новость: с 28 сентября игра переходит на новый движок, что значительно улучшит ее графику и оптимизацию. Также станет доступен 14-й игровой класс, мастер парных клинков, успей испробовать новинку. Более того, с 28 сентября по этому промокоду тебя ждут щедрые подарки, купоны на смену внешности и никнейма, полезные ресурсы и дополнительные костюмы для своих персонажей. Переходи по моей ссылке в описании, лутай бонусы и исследуй весь красочный мир Blade and Soul. Увлекательный приключенческий триллер, продолжение фильма 2019 года «Клаустрофобы 2. Лига выживших». После событий первого фильма уцелевшие Зои и Бен намерены во что бы то ни стало вывести злодеев на чистую воду. Это стремление приводит к тому, что главные герои снова становятся участниками смертельного квеста. Более того, вместе с ними в игре оказываются еще 4 выживших чемпионов. Ставки повышаются, прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз. Мы выбрались! Мы свободны! Стоп! Что тут происходит? Мы все еще в игре. О, нет! Весьма любопытный, неспешный, фантастический детектив «Воспоминания» повествует о недалеком будущем, в котором мир почти полностью ушел под воду. В этой депрессивной реальности частный сыщик Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить счастливое мгновение. Однажды к нему обращается клиентка, она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа. Вы отправляетесь в путешествие. Просто следуйте за моим голосом.
Вторая часть весьма неплохого, можно даже сказать отличного триллера 2015 года «Не дыши 2». Спустя несколько лет после событий оригинала слепой старик Норман ведет тихую и размеренную жизнь где-то в глуши, воспитывая маленькую девочку по имени Феникс, которую он приютил. Для мужчины она стала словно родная дочь, он обучает ее на дому, а также преподает азы выживания. Но грехи темного прошлого не отпускают мужчину. В один прекрасный день к ним в дом проникает группа преступников, которые хотят похитить Феникс. Не меня тебе надо бояться, малышка, а того, кто рядом с тобой. Я не знаю, кто он такой, зато знаю его тайну. Сам скажешь или я? Весьма достойный гангстерский криминальный триллер с отличным актерским составом, без резких движений. Детройт, 1954. Троих мелких криминальных элементов нанимают провернуть одно дельце. С виду все просто. Двое должны взять в заложники семью бухгалтера, а третий съездить с ним в офис, чтобы тот забрал из сейфа босса некий документ. Все вроде бы проходит гладко, но вдруг дело принимает неожиданный оборот. И теперь бандитам нужно постараться найти выход из сложившейся ситуации и выяснить, кто же их подставил. Проблема в том, что ты недостаточно умен, чтобы понять это. Твои действия нельзя предсказать, и тебе нельзя доверять. У меня был тяжелый день. Я вас накрою, мне нужно расслабиться. Спасибо. Решил перерыв взять? Netflix представляет вашему вниманию очередную картину собственного производства – триллер-боевик «Малышка». Рэй Купер – счастливый семьянин, который больше всего в жизни любит жену и дочь. Однако все меняется, когда у супруги диагностируют рак. Мужчина тратит все свои сбережения для оплаты лечения, но в решающий момент коррумпированная фармкомпания отзывает с рынка необходимое лекарство. После смерти жены дочь остается единственным лучиком надежды, но мысли о мести не покидают героя, и он намерен добиться своего. Ты знал, что охота на влиятельных людей – опасное занятие. Весьма неплохой, крепкий экшен-триллер от Netflix «Беккет» повествует об американской паре, которая безмятежно путешествует по скалистым районам Греции. Герои отправляются на очередную экскурсию, но попадают в аварию, после чего на мужчину начинает охотиться местная полиция, которая, судя по всему, замешана в странном политическом заговоре. Не понимая, что происходит, герой пытается добраться до американского посольства, где, как он надеется, ему помогут разобраться в сложившейся ситуации и предоставят защиту. Выходи, дружище. Это недоразумение. Мне нужна помощь. Я американский гражданин. Я был здесь в отпуске с девушкой. Этот человек пытается меня убить! Неожиданно, после финальной части легендарной японской франшизы «Бродяга Кенсин» вышел приквел к этой истории «Бродяга Кенсин. Начало». В центре сюжета, как и прежде, Хитакири Батасай, первоклассный убийца, чья катана отправила на тот свет множество людей. Он вступает в войну против сторонников Сигуната, однако после определенных событий вынужден залечь на дно. В это время он и встречает ту самую злополучную девушку по имени Томоэ, из-за которой Химура оставляет свое ремесло и становится на путь искупления. Несмотря на общую заурядность картины, за счет колоритных персонажей и легкой подачи получился вполне сносный боевичок «Кодекс Киллера». Согласно сюжету, в далеком 91-м наемный убийца Муди на одном из заданий находит среди трупов маленькую девочку, виновницу этой вакханалии. С того момента мужчина берется за ее воспитание согласно своим взглядам на жизнь. Разумеется, маленькая девочка также выросла в крутого наемника. Но вот, на 70-летие Муди гибнет от рук киллера. Анна решает отомстить убийцам ее второго отца. Я лишу жизни всех, кто встанет у меня на пути. Хотел бы я встретить тебя при других обстоятельствах. Это лучшие обстоятельства из всех возможных.
Есть в США такая независимая киностудия А24, выпускающая крайне странные, но в то же время любопытные фильмы. И вот очередной их загадочный проект – «Легенда о Зеленом рыцаре». Это лихая смесь средневековой готики и фэнтези в экранизации английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого рыцаря. Теперь наследник короля Артура, рыцарь круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли. Что ты надеешься получить, ввязываясь в это? Признание. Настоящий рыцарь только этого и ищет. Ты готов? Легкий французский комедийный боевик в лучших традициях европейского кино с Ван Даммом в главной роли. И что примечательно, фильм почти полностью снят в Киеве. «Последний наемник». В центре сюжета бывший спецагент, а ныне лучший в мире наемник Ришар. Он возвращается во Францию, чтобы спасти сына, оказавшегося в центре шпионского заговора. Разумеется, не обойдется без перестрелок, погонь и взрывов, а также огромного количества шуток, в том числе нарочито безобидных и милых в духе старых французских комедий. Жизнь — это как важное задание. Делай все, что можешь, вкладывая все, что есть. Свой узнает своего. Весьма крепкая, неспешная детективная криминальная драма «Тихий омут» от оскароносного режиссера Тома Маккарти. В общем, в центре сюжета обычный работяга из Оклахомы, который отправляется в Марсель, чтобы помочь своей осужденной дочери, находящейся в местной тюрьме за убийство, которое, как она утверждает, не совершала. Столкнувшись с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой, мужчина ставит на кон свою личную жизнь, надеясь во что бы то ни стало раскрыть правду. Что ты сделал? Ты не отсюда. Высокооцененный и душевный анимационный фильм с весьма необычной рисовкой «Легенда о волках» рассказывает историю о том, как из-за вырубки лесов вокруг городка Килькенни участились случаи нападения волков, и вызванному охотнику приказано истребить хищников. Несмотря на запрет, дочь охотника Робин, желая помочь, пробирается в лесную чащу, где сталкивается со странной девочкой-волчицей. Та дарует ей способность во время сна также превращаться в волчицу, тем самым позволив взглянуть на жизнь волчьей стаи изнутри. Леса становится все меньше. Эти волки просто звери. Сегодня мы положим этому конец! Тебе надо уйти. Ни за что. Я отпугну их. Ну и в конце парочка сомнительных фильмов, которые вдруг вас заинтересуют. «Свинья». Картина с философским подтекстом, любимая критиками, однако противоречивая у простого зрителя. Рассказывает трогательную историю о том, как Николас Кейдж ищет свою украденную свинью. «На краю света» – несколько затянутый и пресный, однако смотрибельный фильм по биографии Джеймса Брукса, британского путешественника-первооткрывателя. «Сила грома» – несерьезная супергеройка от Netflix, рассказывающая о двух подругах, получивших суперсилы для борьбы со злодеями. А также лента «Мы можем стать героями». Еще одна детская супергеройка от Роберта Родригеса, автора «Детей-шпионов», однако с нехилым актерским составом. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!